Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ! Сегодня очередной обзор очередного гайковерта из Поднебесной. Приехал с Валберес, маркировка Mekibor. Вот, что не инструмент, то разное название. Я не знаю, тут, наверное, было бы круче, читалось бы «Щарожа». Это вы, конечно, на меня намекаете. Как-то так. Ну, по крайней мере, приехал, смотрите, в таком добротном чемодане. Хотя чемоданов я этих особо не люблю, и инструмент я в чемоданах не храню. Но большинство людей, конечно, любят чемоданы. Все сложить, чтобы было все на местах. У меня каждый день нужно что-то использовать, поэтому чемоданы отдельно, инструмент отдельно. Вскрываем, смотрим. Вот такая комплектация. Значит, сам гайковерт был упакован в пупырчатый пакет. Все это дело я разомуничил, чтобы была там нам красивая картинка, да. Первым делом встречает инструкция литийный, электрический и инструмент. Ну, перевод, понятно, тут хромает. Инструкция, по ходу, здесь общая. Хоть и на русском языке. Макулатурой, конечно, назвать не могу, но какая-то польза, видимо... О, от нее есть. Здесь уже есть, видите, что-то даже по гайковерту. Поэтому, пускай будет. И вот стандартный наборчик. Значит, едем с аккумуляторов. Аккумулятор раз 4 ампер-часа. Токосъемная площадка у нас под Фэнгбао. Конечно же, хорошо бы было, чтобы была Makita. Я сам сторонник Makita, но... С другой стороны, друзья, люди покупают инструмент, покупают его много, покупают ради, допустим, раз в сезон поменять колеса и бросить либо в гараже, либо возить с собой в автомобиле. И больше у таких людей как бы инструмента нет и не намечается, поэтому для таких людей, я бы сказал, абсолютно по барабану, какая здесь будет контактная площадка. Аккумулятор раз, точно такой аккумулятор 2. Кстати, здесь какие-то номера есть, кому-то может быть интересно. Давайте сравним два аккумулятора. Вот, вдруг кому-то что-то будет интересно. Собраны, кстати, отлично, прилично, никакого облоя нет, все гладенько, четенько, все по красоте. Ну, сами понимаете, аккумуляторы здесь имеют невысокую ценовую категорию. Так, и вот такая вот зарядочка. Просто классно, напоминает какую-то там, не знаю, Формулу-1. Тачку на прокачку. Ну, прикольно сделано. Уже китайцы там, видите, что-то мутят с дизайнами. Ну, молодцы, в принципе. Так, зарядка. Зарядка у нас на 2 ампер-часа. Вот. Ну, тестировать, проверять я уже зарядки эти не буду. Смысла я в этом, честно говоря, не вижу. Далее по комплекту, вижу, находится, видите, крепеж для головки к шпинделю гайковерта. То есть штифт и резиновое кольцо. Останавливаться на этом не будем. Кому интересно, в моих ранних обзорах это все дело я демонстрировал. Также имеется головка. Головка покрашена, хром ванадий средней длины. И головочка у нас на сколько? На 22 мм. Тоже вопрос, почему на 22, а не на 21, либо 17-19 остается открытым, так как в основном у нас идут размерно 17, 19, 21. 22 уже редко где встречается. Ну, как бы есть и есть. Китайцы что бросили, то бросили. Ну и сам виновник торжества. Вот такой вот малышок под маркировкой Mekibor, если я правильно читаю. Здесь брашлес, то есть у нас указан бесщеточный двигатель. И похожая модель, только на 800 ньютон, уже у меня была на обзоре. Показала себя с хорошей стороны. Думаю, это из той же оперы и тоже будет все отлично. Давайте читать, что у нас на данной этикеточке. А на этикетке указано, значит, от 0 до 3000 оборотов в минуту. И от 0 до 3300 IPM, то есть ударов в минуту. М6, М36 от друзья хоть убей, я не знаю, что это такое. Видимо, от болта М6 до болта М36, либо метрической гайки М6, М36 он может крутить. Ну и заявление в 600 ньютон. Вот такой вот гайковерт. Кстати, выполнен он, кто не знает, я сам первый раз тогда, когда разбирал, не знал. Полностью из металла. Ну, соответственно, вот эта вот часть. Крышка пластик, ручка пластик. А так полностью, что колокол, что корпус металл. Ну, не сталь, алюминий там или цам, я уж не знаю, но вот сборка у него просто замечательная. Тоже есть шов. Шов никоим разом не мешает в руке. Ручка прорезинена.
Здесь то же самое, все по красоте, то есть сборка у него достойная. Для тем более таких денег, да. Все как надо. Ну и квадрат, соответственно, на 1/2 дюйма. В руке лежит добротно, четко, аккуратно. Видео не тянем. Берем аккумулятор. Берем мою головку. Так, забыл, пока все это дело показывал. Значит, 3000 оборотов в минуту. Походу, только максимальная скорость и указана. Ну, давайте посмотрим, что у нас есть по скоростям. Так. Такая скорость. Плохо видны светодиоды, к сожалению. Я не знаю, как вам продемонстрировать это все дело. Вот. Раз. Два. Три. То есть имеем 3 скорости. Давайте еще раз. Раз. Медленная. Два. 3. То есть имеем 3 скорости на закручивание. На откручивание смотрим. Постоянно максимальная скорость. Нажимаем кнопочку. И куда же без него? Автостоп. То есть здесь у нас все отлично. Поскольку заявлена максимальная скорость, максимальную скорость мы с вами и померяем. Максимальная скорость на закручивание. Погнали. Включаем тахометр. Так, чтобы не было бликов, чтобы вам было хорошо видно. Поехали! — 2250 оборотов. И больше не дает. Меряем на откручивание. Постоянную скорость. Должно быть то же самое, примерно. Да не примерно, а то же самое. 2250 будем считать. Ну, 270 плюс-минус. Тут уже не считается. То есть, что вперед, что назад. Одинаковая скорость. 750 оборотов по заявлению у нас не хватает. Этого следовало, в принципе, и ожидать. Вот. Так. Выключаю тахометр. Каждая скорость может регулироваться усилием нажатия нашего спускового крючка или курка, да. Так, берем на заворот и смотрим. О, видите, какая мелкая. Хотя установлена на максимальной скорости. Вот это супер. Вот такие оборотики всего лишь. И потихоньку добавляем. Потихоньку не получилось, но видите. То есть очень большое количество позиций. А интересно, если на первой скорости еще медленней. Даже саморезы можно, как говорится, закручивать. Ну, если при наличии адаптера. Кстати, нет, здесь шестигранника внутри нет. Ну, я, честно говоря, считаю, если брать гайковерт для колес, то шестигранник внутри как бы и не особо и нужен. Все это дело ослабляет конструкцию шпинделя, квадрата. Конечно же, взвешивание контрольное. Как же без него? Итак, 2 килограмма 63 грамма. Взял в руку, маєш вещь, як кажуть белорусы. Без аккумулятора. Ну, считай кило 500. Кило 491 грамм. Ну и по традиции аккумулятор раз. 573 грамма. Аккумулятор 2. 597 грамм. А что за бред? 573. 598. Аккумуляторы вроде одинаковые, но видите, почему-то вес разный. Вопрос. Наверное, нам стоит их разобрать и посмотреть, что внутри, раз вес разный. Ну, давайте по-быстрому разберу и покажу. Так, разобрал аккумуляторы и понял, почему разный вес. А потому что использованы разные, друзья, баночки. То есть, видите, один такой, один сякой. Так, данные банки мне неизвестны. Кому известны, отпишитесь в комментариях, что за банки. И вот эти баночки тоже, к сожалению, полностью надписи не видно. Кому известно, тоже отпишитесь. Будет интересно. Ну, все заклеено картоном. Давайте посмотрим на сварку. Кстати, немножко приотклеим.
Ну, я бы сказал, сварка такая довольно не сильно плохая, но и не сильно такая крутая. Хотя приварено все намертво. Все как бы отлично. Давайте этот глянем. Смотреть так смотреть. Да блин, где ж тут тебя отколупать-то? Ну, в принципе, такая же история. Здесь, кстати, как бы и получше приварено все это дело. На 4 точки. Ну, опять же, нету этих вот диэлектрических картонных колечек. Эти прямые. Хотя есть здесь и выпуклости немножко. Но все-таки это прямая пластина. Вот. Что касаемо платы, видите, уже 3 мосфета, есть шунты. Но так я и не вижу, есть ли здесь термодатчик. То есть, есть ли здесь термоконтроль. Просто не видно под низом ничего. Ну, короче, посмотрели на аккумуляторы. И продолжаем. Разбираю гайковерт. Итак, все разобрал, все раскрутил. Последний винт выбрасываем. И будем открывать. Смотреть, что да как устроено. Хотя мы, наверное, уже все знаем. Что я не открутил. Здесь 2 винта. Ну, будем крутить на камеру. Вот, теперь все. Открываем. Начинаем с пластика. Пластик как пластик. Классный, крепкий, прочный, инструментальный. Видите, какое количество разных ребер жесткости, перемычек и тому подобных вещей. Ну и вот конструкция вся, в принципе, как в гайковерте из прошлого обзора. Все сидит, видите, на таких вот демпферных прокладках. Имеется стандартная кнопка переключения и управления скоростями. Ну и, конечно, все по стандарту. Контроллер, токосъемная площадочка, вот такая вот мизерная под фэнгбау, под наши эти аккумуляторы. Припаяно все, в принципе, добротно. Ничего сказать не могу. Здесь тоже металлический корпус алюминиевый. Номера никакого нету, хотя есть номер, есть. А вот, друзья, номерок внизу. XP BS 500-24-1204. Ну, это, походу, дата выпуска. Вот такой вот контроллер. Тоже залито все компаундом. Все, в принципе, как всегда и как везде. Так, давайте эту вот байду всю мы потроха достанем. Не достаются. Да, и вот снимаем вот эти вот демпферные вещи. 4 штуки таких резинки, то есть 2 остались здесь и 2 кладем наверх при сборке. Крышку вынимаю и сразу вынялся, видите, мотор. Вот такая вот прикольная конструкция. Движок у нас закреплен 2 саморезиками. Я бы сказал, такой не особо большой. Вот, там есть опора под подшипник уже в этой крышке. Все сделано по-простому, я бы сказал, наверное, даже надежно. Мотор, я бы, наверное, сказал, по размеру точно такой же, как мотор в той из прошлого обзора Makita не Makita. Ну, по размерам, да. Все на подшипниках, видите, видна уже смазка, что есть в редукторе. И смотрим. Вот, видите, все наше железо. Какое огромное количество смазки. Что не может не радовать. Внутри солнечная шестерня. Так, кому интересно, сделаем контрольное взвешивание. Так, надеюсь, будет видно. Значит, взвешиваем просто корпус, подшипник и солнечную шестеренку. 282 грамма.
И сам, как говорится, молот с колоколом в сборе, с наковальней. 580 грамм, то есть увесистая штуковина. Вынимаем и смотрим. Ух ты смотри, смазки не пожалели. То есть, друзья, вся эта разборка затеяна ради того, чтобы посмотреть, грубо говоря, есть ли внутри смазка. Так как я уже думал не разбирать данные агрегаты, но последний обзор показал, что надо разбирать и проверять. Такие вот дела. Так, ладно, потом весы вытру. Давайте померяем редуктор с молотом. 315 грамм. Измеряем сейчас наковальню. Система почти такая же, только там, по-моему, не стальная, а какая-то напоминающая бронзу втулка. Но глаза могут и обманывать. Может быть, это какое-то такое воронение. Ну и вот наковальня. Делаем взвешивание. 88 грамм. Тоже имеем две канавки для смазки. И пластиковая вот такая шайба. Вот и как бы вся конструкция. Ну что, надеюсь, все посмотрели. Бегло так. Сейчас я собираю и идем тестировать. Итак, пришли в гараж к моему стендику. Все его, наверное, уже знают. Суть в чем? Будем зажимать первую гайку 400 ньютон, вторую 500 и третью гаечку 600 ньютон. То есть максимально заявленное то, что у нас написано как бы на данной этикетке. Вот, открою вам маленький секрет. Я на максималке уже данный гайковерт использовал, проверил. 600 ньютон он взял на 10 секунде, но там было не 600 ньютон, а было 600, по-моему, 16 ньютон и что-то 80, короче, 617 ньютон. Ну что, давайте еще раз в этом убедимся. Итак, задание ключа вверху 400 ньютон. Поехали. Так, наверное, попробую без доп. Усилителя все это дело зажать двумя рычагами такими. Итого 403 ньютона с половиной. Так, следующее значение. На перчатках так плохо нажимать. Ищем 500 ньютон. Память, сброс. Поехали. Так, поджал. И будем зажимать. Так, наверное, возьму усилитель уже. Итого 507,5 ньютон. Так, следующее у нас ищем 600 ньютон. 600 ньютон задание. Делаем сброс. Еще разок. Все. Погнали. Ух ты. Вот таким рычагом я давлю, чтобы не говорили, что... Денис, иди снимай показания. Итого 603 ньютона, тоже с половинкой. Ну, а теперь пробуем по порядочку. Дай-ка я сюда перейду. Поехали. 400 ньютон. Есть. 500 ньютон.
на 600 ньютон, если не возьмет этим аккумулятором, уже видите, просевшим немножко, то попробуем на новом. «500 ньютон». Ну и 600, как я говорил, на 10 секунде он был взял, но на свежем аккумуляторе. Видите, немножко дольше постучал. Ну, опять же, уже аккумулятор немножко просел на двух данных гайках. Но заявление свое он оправдал. Хоть, так сказать, немножко дольше и постучал. Больше, думаю, смысла ему задавать нет. Задали бы мы, наверное, более ньютон, там под 650-700, если бы у меня был аккумулятор побольше, вот под Фэнгбау. Но такового нету. Так, сейчас... Значит, поскольку у нас есть 3 скорости на зажатие, мы с вами и попробуем зажать на 3 скорости. Вот на 3 скорости и проверить, сколько он зажимает. На 2 и на 1. Поехали, зажимаем на 3 скорости. Так, возьмем новый заряженный аккумулятор. И погнали. Стучим примерно 10 секунд на каждую гайку. Меняем скорость. 1, 2. Меняем скорость. 1. Ну, а теперь пробуем проверять, сколько же ньютон у нас зажимается на каждой из скоростей. Так, что у нас по заданию? Сделаем сброс. Ну, пускай стоит 600 ньютон. Так, все-таки не так поставил. Сделаем вот так. Итак, давайте первая скорость. Денис, перейди на ту сторону. Снимай сколько? 183 ньютона, да? 187. 187,3. Это первая скорость. Так, теперь вторая скорость. Ну, показания не сами обнуляются, можно не обнулять. Сколько там? 351,5 ньютон. Третья скорость. Так, наверное, возьму я побольше рычаг, чтобы плавнее как можно давить. Так, эти показания не смотрите, так как тут все будет в нолях, я поддерживаю. Сколько? 333,2. Странно, что третья, что вторая скорость примерно одинаково. Даже на второй скорости больше зажато. А может быть, я ошибся и зажал не на 2 гайки на второй. Давайте сейчас на 3 скорости я все это дело попробую перезажать. Так. Вот 3 скорость. Наверное, все-таки ошибся. Так, поехали. Десять секундочек и пробуем. На всякий пожарный сделаем обнуление. Блин, в перчатках не нажмешь. Потому что странно получилось. Видимо, я все-таки обманулся и на второй скорости зажал 2.
426 ньютон. По-моему, так, да, Денис? Вот, все-таки я тогда обманулся и 2 раза зажал на одной и той же скорости. Так что, народ, гайковертик, опять же, честный. Все отлично с ним, никаких проблем нету. Единственное, читал в отзывах, вот в этом магазине человек купил гайковерт, по-моему, на 800 ньютон. Вот, пробовал на колесе, и у него колесо не пошло. Вот, хочу немножко оправдать магазин, да, и продавца, наверное, с тем, что люди, опять же, я почти в каждом видео говорю, люди покупают себе гайковерт, приходит гайковерт, бегут сразу пробовать к себе на колесо открутить. Если гайковерт не справляется, говорят, гайковерт говно, но на самом деле надо знать хотя бы с каким усилием зажаты ваши колесные болты либо гайки. Так как вы приехали с сервиса, а там вам зажали не то пневмо, не то чем, и усилие зажатия намного превышает усилие данного пистолета. И вы сразу пишете отрицательные отзывы. Ну, так бы делать тоже нельзя. Надо знать, что откручиваешь. Поэтому возьмем головочку на 19 сейчас и пойдем попробуем открутить колесо на моем бусе. Открываем колпак. Вот, Денис, сними, покажи, что я их не пробовал. Уже давненько я их не пробовал. Посмотрим, что да как. Ну, зажаты они здесь порядка, наверное, ньютон 200. Чуть меньше может. Я уже не помню, честно говоря. Ну что, берем первый попавшийся и пробуем. Так, на откручивание. Поехали. То есть, видите, даже без всяких напрягов. Давайте еще один. Вообще. Вот, меня данный малышек тоже удивил. Это замечательно. Клянусь Богом. Так, ну что, народ, итоги. Итоги вы сами видели. 600 ньютон немножко поупирался, но все-таки он их взял. А если с хорошей батареей, стопудово, налегке он взял бы, наверное, и больше. Вот. Посему данный агрегат я могу смело рекомендовать. Вы видите, какой малыш. Будет отличным помощником в ремонте вашего, допустим, авто. Маленький, компактный, удобный. Везде влазит, везде поблазит. Секунду, сейчас я принесу. Вот мой Хеймердингер, допустим, да, и он уже, допустим, если крутить какие-то тормоза, там, суппорт, он уже не влазит, поэтому я использую гайковерт поменьше. У меня вот буквально на 300 ньютон есть Patoa Pro, по размеру они, видите, Patoa Pro немножко меньше, но он всего лишь 300 ньютон, а этот малыш будет отличным вам помощником. На сегодня все. Всем спасибо. Ссылку на Валберес я оставлю в описании. Вернее, не ссылку я оставлю, наверное, а артикул в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. Всем спасибо, всем огромного здоровья, удачи, до новых видео. Пока. Желаю, чтобы все.